Ага, вот. И как говорится. Сможешь проехать здесь, думаешь? Шуруповерты придумывают. Всем привет, это канал Слово Пацана. С нами в поездке сегодня детдомовец Сергей. Тот самый, которого мы снимали уже и делали про него выпуск. Подождите, я сейчас что-то не понимаю. Это все ваше теперь. Дедушки не существует. Вообще не существует. Как не существует? Вы сюда приехали, чтобы забрать все эти вещи. Он отправился с нами в эту поездку нам помочь и немножко рассказать про свою жизнь. В деревню труднодоступную мы тебя взяли не просто так. Хотим, чтобы ты принял участие в наших видео, показать тебе, что и как мы снимаем, для чего мы это делаем, познакомить зрителей еще лучше с тобой. Как ты попал в детдом? С рождения попал в детский дом. Как бы я слово «семья» в детстве не представлял вообще. Просто там с рождения. Как именно конкретно, по какой причине я попал в детский дом, я не знаю. Мы решили дать Сереже камеру на один день, чтобы он себя поснимал. Доброе утро всем. Весь свой день поснимал. Нас Сережа очень трогает, нам он очень импонирует. Он настоящий, искренний. Уверена, что и вы, зрители, его полюбите. Сколько было детских домов в своей жизни? Детских домов я сменил. Дом ребенка, подростковый детский дом, удельным. 4 детских дома. Веселье начинается. Бери на себя главную роль. Общение с людьми там, с бабушкой. Ты смотрел этот ролик, где... Да я уже видел, да, как вы добирались. Там вдалеке виднеется дом. Километр. Остался километр? Да. Какой, тебе нормальная одежда? Да нормально все. Все, пойдем одеваться. Все принципиально. Да не, ну лучше так, чем... Маскируемся. Что говоришь? Проедем. Не проедем? Ты видишь, что там? Нам очень помогает в этой поездке Женя, мой давний друг, по всем техническим вопросам и, ко всему прочему, он водитель машины вот этой большой Тундра. Сможешь проехать здесь, думаешь? Ну, давайте это попробуем. Не, это интересно. Если ты проедешь, то даже не знаю. Тут кто-то проезжал вот прям. Ну, недавно, да, судя по всему, кто-то. Приора. Все. Приехали. Не было такого, что тебя там, не знаю, как слабого немножко гнобили? Такого не было, был такой при определенных скандалах. Вот, это вот определенные скандалы, все было местами. Умыться хорошенько, все будет хорошо. Когда в детском доме мы росли в плане там еды, в те года, когда я рос, да, не было такого, что там, ну, прям там сладости давали. Сейчас нам надо вот, сейчас чай попьем, на работу отзарядиться. Так, мы возьмем на работу. Салат с картошечки. Вот, кипиш. Вот, родной. Я когда вышел в училище, когда я первый получил стипендию, и у нас был мастер, она отвечала за наши средства, чтобы мы тратили правильно. Она с нами ходила, нам берешь что это столько-то, это запоминай, говорил нам. И когда она меня отпустила с 5000 рублей, на эти 5000 рублей я практически на 4000 рублей набрал все и только сладости. Не хватит. О, вот как чай пойдет. Сейчас мы это и перекусим. 3 тонны мы будем вытаскивать сколько суток? 3 тонны, 3 суток. В общем, лучше признать сразу, что мы прогадали с машиной полностью. Дальше мы однозначно на ней не проедем. Да, я, слушай, на одно уже вот здесь сел. Поэтому вы будете писать в комментариях, что мы дураки.
Но мы сейчас постараемся найти вместо этого коня трактор. Будем пить чай. Ложку не взял. А мы обойдемся. Когда голоден, это вообще пипец. Я думал, что изначально, что у тебя машина чуть повыше, признаться, да? Да, нам нужно найти трактор с ковшом желательно, да, чтобы до бочки перекрутить. Как бочку можно туда доставить, кроме как трактором с ковшом? Ну мы давай сейчас поездим, поищем любой трактор. Вот этой стяжкой, которой мы бочку, мы за что-нибудь ее зацепим и поднимем ее, к нему привяжем, чтобы он вез ее. Когда ты начал вот заниматься волонтерской деятельностью? Начал, ну как вышел из детского дома, вот, и я как бы сначала занимался не через интернет, так помогал, а потом как-то вот друзья посоветовали, контакт, сети. Я к этому на самом деле почему-то очень плохо подходил, очень плохо. Боялся интернет, просто там всякая гадость. Ну, как все, пора бежать на работу. Вот это у меня вещи уже. Собирается вот автомобильное кресло. Тоже по списку вот люди мне привезли на днях. Вот так вот люди. Так я и живу. Всем всего хорошего. Но сейчас благодаря интернету, некоторые вот, когда друзья подсказывают, оно пошло только на пользу. Вот, и иногда я понимаю, надо человека поддержать для того, чтобы дальше он двигался и процветал в этой жизни. И радость в первую очередь приносил своим, особенно детям. Здрасте. А не подскажете, там бы трактор какой-нибудь? Через переезд сейчас переедете, Ага. и с левой стороны домик. Первый? Да. Ну чё, как... Ну и мы нашли человека сейчас. А, здравствуйте. Это моя комната. Этот телевизор у нас пойдет в общество инвалидов. К нему еще привезут караоке. Это у меня книжки читаю. Грамоты различные. Там это тоже подарок готовится в многодетную семью. Рамки различные для кошечек. На данный момент у меня их 4 штуки. Ну как что говорится, помчали на работу. Туда проедет, как думаешь? Проедет, как делать нечего. Да? Ну что вы? Володь! Да это я, Федя. Это, Володь, Здрасте. бензин привезли. А нет, ладно, на легковушке не проел. Я знаю. Что? Довези ты им, они же с тобой рассчитаются. Сколько? Я не Ну знаю. сколько скажешь? Ну, я думаю, рублей 500 все надо. Мне нужно переодеться, завести солярку, мои труды, да. Ну да. Ну давай, Вов, заводи свою коломану. Вот были такие моменты, когда, особенно у нас не все же дети были эти сиротки, нет, приезжали родители, навещали. И, конечно, хотелось бы мне, чтобы, вот, ну, как бы и меня, что тот забрал, там, вот это были воспоминания. Но это воспитания у меня были до 13-14 лет. Потом, ну, понял, что у меня немного другая жизнь. Мне начинали объяснять уже воспитатели, директора, да, ты должен по жизни сам всего добиваться. У тебя, говорит, ну, мамы нету. Ну, скажу вам всем, у кого есть родители, цените и любите их. Потому что есть люди, у которых совершенно нет родителей, и к ним некому обратиться за помощью. Ты родителей своих пытался найти? Да, я пытался своих найти родителей, да, но, увы, не получилось, вот. Что бы ты у них спросил, если встретились бы? Насколько на данный момент они меня видят в глаза и насколько они меня любят. Я пойму, стоит мне с ними дальше общаться, либо нет. Как бы им помогать. А ты их любишь? Вот так вот? В душе, да, люблю. Потому что я не бог, я не судья, и судить я никогда не вправе никого не собираюсь. Мы цепляем бочку заново, на первой же луже она у нас отвалилась. Серега резкий, уже прыгнул в эту лужу, ногу промочил.
Если вдруг кто-то из вас не досмотрел видео про заброшенную деревню, последние 2 минуты, обязательно досмотрите, там ответ на тот вопрос, собственно говоря, зачем мы тащили все эти лампады в 2 телегах, в телеге и в тачке. Обязательно досмотрите. Вы не заметили, внимание, я какой в куртке иду? Не заметили? Мне одна из подписчиц подарила куртку. Вот, потому что хочу сказать ей огромное спасибо. Вот за такую шикарную куртку. Мне сейчас на электричку. Вперед. Ноги, говорю, как у тебя? Нормально. Только что жарковато. Жарковат, ты промок. Нет, Ты не наступил. промок. Ты наступил, я видел, как ты Да? нырнул туда прям. Не знаю, Ты мне такой прям- резкий оказался, парень. Да. Опять пробираемся в заброшенную деревню, где живет одна бабушка. А сколько вам лет? 93. Скоро будет 94. Везем им бензин, целую бочку на 200 литров. Еще мы везем им солнечные батареи. Таким образом, чтобы они могли включать свет, не используя генератор и не тратя при этом бензин. Сколько уже без электричества? Сколько без Больше 20 лет. Часа на 3 я включаю на 4 литров 70 за месяц. Во-первых, деньги, а во-вторых, как его сюда доставлять, бензин? Люди, не будьте жадными, не будьте злыми, потому что, я думаю, от таких качеств фактов, наоборот, от вас все будут отворачиваться. Просто будьте добрыми, по мере возможности отзывчивыми. Я получаю просто такое вот внутреннее удовольствие. Кому-то вот помог просто сильно. Я просто буду счастлив от того, что человеку помог, вот, поделился любовью, и эта любовь пошла на пользу. Всегда протягивайте руку человеку, попавшемуся в тяжелую, трудную жизненную ситуацию. При жизни, при любой ситуации всегда оставаться человеком. Я считаю, я все правильно сказал. Меня зовут Рома, за камерой, как всегда, Дима. И мы уже подошли к тому самому дому в заброшенной деревне. Тут у нас касса уже. Пойдем по скрытному пути. Ну все. Вот моя красавица, на которой я поеду. Время начала 10-го. Я думаю, народу не будет. Народ есть. Ну, как говорится, сесть нам негде. Будем стоять. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Это Женя. Это Сережа. Они нам помогают очень хорошо. Всех привезли из Москвы, да? Не даете отдыхать. Привезли солнечные батареи, и сейчас их вам хотим подключить. У нас проблема в том, что солнце в основном оттуда, будет тень от дуба. У нас идея такая. Можно сделать конструкцию, сейчас мы сколотим какую-нибудь, на которую мы прикрепим эти батареи, которую вы можете сами уже повернуть, регулировать, направить. Когда был в детском доме, у меня о жизни были другие стереотипы. Вот. Это знаете, накормят, напоят. О жизни, как проживу, я об этом не думал. Но когда вышел в жизнь, я сразу не мог привыкнуть, что надо самому там зарабатывать, двигаться, квартплату платить, да, вот. И я не мог ежемесячно привыкнуть, да, что у меня постоянно были продукты в холодильнике. Эта вот адаптация мне было очень тяжело. Из-за этого даже частями, местами, бывало, не прям голодал, просто покупал гречку, варил гречку там с молоком. И это мог одну гречку есть там недели, полторы-две.
У нас с вами сегодня еще будут небольшие еще препятствия. Сейчас нам надо тут аккуратненько пройти. Ага, вот. И, как говорится, помчали. Раз мы тут перелезем потихонечку, но вы не пугайтесь, мы вместе. Давай сразу зрителям скажем, что мы не профессионалы, не хотим и не стараемся ими быть. Заканчивал институт солнечной батареи. Да. Ну, чтобы зрители нормально отнеслись. Мы то, как умеем, да, так и стараемся делать на скорую руку сейчас все делаем. Так, чтобы они приносили пользу. Да, мы там не какие-то инженеры невероятные. Ладно, хорошо идут. Саморезики. Ты такой скоростной. Что уже, глянь. Что Вот. случилось? Ну что, стерлась. Китайская подделка, вот. Металл не 100%. Успокойся. Это... Хорошо. Жарковато. Говорили, холодно будет. Шуруповерты понапридумывают. Что за народ ленивый? Нет, поворачивайся. Что тут такое? Уже половину путей прошли. Красота. Опа-на. Вот так вот. Все трудности преодолены. Теперь бежим на маршрутку. Нам надо бежать. Собрали вот такую вот нехитрую конструкцию из того, что было из подручных материалов. Идея, чтобы она была мобильна, чтобы ее можно было поставить к другой стене, под другим углом, повернуть, чтобы это могли сделать спокойно женские руки. Все показано. Вот мигают солнечные батареи, все работает. Все настроено именно под вот эту конструкцию. Мы для вас сделали удлинитель. И вот сюда вы сможете все что угодно вам втыкать. Работает сейчас. Понятно, к удлинителю. Эта лампочка питается от аккумулятора, а аккумулятор, в свою очередь, подзаряжается От батарей. Ну все, я приехал на работу, пора мне переодеваться. Вот так вот мне. Вот будем работать, отрываться уже, как вам сказать, народ, по полному. Включать только вот в тройник. Это. Да. Все, что вам нужно отдельно. Да, от него будет светить. Да, всё но ясно. понятное дело, что холодильник, эта штука, конструкция, Не, ну холодильник. Да, не да, вытянет. конечно. Работает. Да. Ага. То есть, в принципе, система вся автономна. Вам ничего, вот, ну, нужно как-то ее сложить только будет. В нашей стране, или как бы мы ни говорили плохо, как бы думали они неплохо, но все равно мы нашу страну создаем вместе с нами. Вместе, я всегда говорю, мы силой всего добьемся. Но мы надеемся, что мы немножко вам помогли. Чуть-чуть. Ну ладно, тогда спасибо. А нам в радость. Не мучите. Нам в радость. Не мучите вы. Вам своих делов, наверное, хватаете. Таких бабушек по свету много, как я. Всех не обслуживаю. Мы очень надеемся, что люди другие будут внимательны к тем бабушкам, которые рядом с ними. Ну ладно, Рядом с ним. спасибо, ребят. Спасибо вам. Ну все, сейчас мы там с бензином тогда сделаем еще все дела, и потом будем кушать. Спасибо. Нам тут уже стол накрыли, а это, наверное, икорка, которую мы в прошлый раз привезли. Скоро будем ужинать и обратно в путь. Ну вот, начинаем мы сейчас набирать палаточки. Вот накладная, часть уже собрал. Вот нам нужна вот эта вот палаточка. Мы ее убираем. Вот сейчас мы с вами тут находимся на высоте. Вот так вот. Это оставляем. Пару коробок хватит. Мы с вами пошли вниз. Вот система. Да, вот система. Все работает. Побольше, да, чем в прошлый раз? Да. Жену, да, детей. Но сейчас надо сначала со здоровьем сам свои дела тоже подтянуть, как бы. Для того, чтобы, ну, самому так вот, семью, детей на самому еще подняться, как бы, в жизни. Каким ты будешь папой? Ну, надеюсь, стараться любовь отдавать детям, конечно. Стараться буду. Как бы в каждом человеке есть свои минусы и плюсы.
Ну, для того, чтобы быть отцом, это реально надо настолько вкладываться, чтобы дети реально развивались, росли, и в жизни они могли другим людям принести еще больше добра и любви. Готовили бы вот так у нас в московских ресторанах, цены им не было бы. Закупали домашние и готовили бы в ресторанах бы. У них клиентов бы, я думаю, было бы хоть отнять. Все, закончили работу, все отлично. Это, дружище, со мной с одного детского дома. Мы фигачим дальше, чем видим. Сейчас я вообще иду в Сбербанк получать посылку. Тоже мне люди прислали в подарок на Новый год. Все ваши сладости, все остальное, я ваши ням-ням-ням уже поел. Мы возвращаемся обратно домой. Уже темно, по этой самой дороге мы идем. Спасибо вам, зрители, что вы нас смотрите, что вы нас поддерживаете. Спонсорам спасибо за спонсорство. И, пожалуйста, подписывайтесь на мой инстаграм slow.пацана. Я туда выкладываю свою личную жизнь, то, что не вошло в кадр. И вас там всех очень жду. У кого не нажат колокольчик, кстати говоря, нажмите. И кто не подписан, подпишитесь на канал. Ну а мы выходим на следующей неделе, в понедельник, с новым видео. Как тебе, Серег, поездка? Мне вообще обалденно. Я вдохновлен на все 100%. И сейчас Я? ты поедешь? Да только за. Мороз, не мороз, уже готов, заряжен. Все, Серега с нами. Спасибо вам большое, что смотрите. Спасибо.